Я сижу в своей землянке утром рано с позаранку и пишу это письмо путнику, что в дом мой занесло. Строил я ее полгода, вырыл яму, спилил бревна, дальше бревна я вкопал, все скрепил и прикопал. Дверь из досок смастерил, стол на цепи закрепил, лежаки построил с колей, крышу тентом я накрыл, печь поставил, пол прибил. И теперь смотрю в окно, дым с трубы идет, тепло. Птицы корм едят с кормушки и качаются верхушки опадающих берез, этим как бы намекая, что топить мне печь до мая. Нужно дров мне нарубить, заготовить, просушить, и тогда здесь можно жить. А пока сижу в землянке с куксой чая с позаранку и пишу это письмо путнику, что в дом мой занесло. И хочу сказать привет. Чай на полке, угостись, на канал мой подпишись. Обогрейся, запишись, за собою приберись. Доброе утро, друзья, и всем привет! Вы, как всегда, на канале «Каждому свое», и с вами я, Юра. Я сейчас нахожусь в своей землянке, и вот такое вот небольшое письмо я сочинил для путника, который сюда придет, в мою землянку. Когда уже здесь все будет готово, естественно, когда здесь будет стоять печь, когда будет здесь тепло и уютно, конечно же. Ну а пока я пришел продолжить строительство. Сегодня в планах у меня закончить уже крышу. И дальше уже буду смотреть уже по ходу дела. А пока сейчас завтракаю, потому что я пришел сюда еще вчера вечером. Но вчера я практически ничего не записывал для вас. Вот. На завтрак у меня, как всегда, овсянка, горячий чай из моей любимой куксы. Ну и не забудьте подписаться на канал и поставить лайки. Погнали!
Фух. Нужно немножко перевести дух, а то у меня уже гвозди не забиваются. Вот. Вы, наверное, заметили, что я сегодня работаю обычной ручной пилой. Ну, а ответ банально прост. Я просто отдал цепь свою на заточку мастеру от электропилы. А она пока еще не готова. Вот я и взял с собой обычную ручную пилу и приехал сюда вчера вечером. Работа идет, конечно, с ручной пилой сложнее, дольше, но зато она не стоит на месте. Ну вот и все, друзья. Наконец, с крышей я закончил. Вплотную я и занимался где-то с 8 часов утра и до самого обеда. Так долго я с ней возился по той причине, что это у меня ручная пила, из-за которой много времени тратится и сил. Ну а во-вторых, это поиск валежника, которого в этом лесу не так много. Хочу сейчас передохнуть на крыше дома моего. Ну и, конечно же, пообедать, потому как время уже почти 2 час, и нужно чем-нибудь обязательно подкрепиться, набраться сил. Ну а после обеда уже буду смотреть по своему состоянию, по самочувствию. Если будет настроение и желание сегодня, я бы хотел еще вот эту сторону, на которой я сижу сейчас, присыпать песком. То есть вот эту стену и желательно крышу. Потому что тент очень сильно выделяет мою землянку на фоне всего этого общего леса. И издалека очень хорошо видно его. А если вот присыпать, тогда будет хоть какая-то маскировка. Ну а ту обратную сторону я пока засыпать не хочу, по той причине, что с той стороны мы планируем выводить дымоход, то есть ставить печку и, как обычно, через стену выводить трубу. Что, давайте начнем засыпать землянку. Фу. Ну, думаю, наверное, заканчивать на сегодня все работы, друзья. Вот этот козырек я засыпать не буду, потому как в дальнейшем здесь еще бревна будут накладываться. А вот эту всю часть, ну, сколько смогу сейчас еще покидаю.
И, наверное, буду заканчивать на сегодня, отправляться домой, собираться, потому как сил, если честно, у меня уже сегодня не осталось. Сейчас пообедаю и буду с вами прощаться, наверное. Так что увидимся в следующей серии строительства этой землянки. Если вам понравилась эта землянка, этот выпуск такой небольшой, поставьте мне лайки, мне будет очень приятно. Ну и подпишитесь на канал. Всем пока!